очень интересные новости приходят по поводу альтернативы газа, зеленой энергетики, так называемой, которую так активно продвигали. Так вот, в Латвии упал один ветряк, и его успешно распилили, сдали на металлолом, и хоть какой-то профит, какую-то пользу получили с этого. Также сообщается, что Эстония сейчас просит у Еврокомиссии немножко изменить методы подсчета того, как же все-таки выполняются планы по зеленой энергетике, потому что они очень хорошо поработали, там чуть ли не на 50 с чем-то процентов снизили выбросы этого самого вредного газа, но по итогу все равно должны вроде как платить штраф, потому что в разных отраслях у них там разные цифры и до там, нужных цифр не доходят. Пока что работали, а штрафы платить придется. Что там у них с зеленой энергетикой в Прибалтике происходит? Ну, во-первых, они вышли из кольца Брел, вот еще в 25 году, в феврале. Там была очень забавная картина. Там лидеры прибалтийских стран в ходе церемонии выхода из кольца Брел, я сейчас поясню, что это такое, той части аудитории, которая все еще не выучила эту аббревиатуру. Но картина, значит, такая неоновая труба, светящаяся, и вот они все берутся за эту трубу, и хопа, это символизирует, и она гаснет, это символизирует размыкание кольца Брел. Для понимания, что, собственно говоря, такое кольцо Брел. Это осколок единой энергосистемы Союза Советских Социалистических Республик. Это осколок, который включал в себя Б. Белоруссию, Р. Россию, Эстонию, Латвию, Литву. Это, собственно говоря, энергосистема, в рамках которой в Прибалтику можно было поставлять электрическую энергию из России или из Белоруссии. Ну, опять же, можно было и в обратную сторону, но последнее случалось реже, чем прямые поставки. А после того, как Литва стала нетоимпортером электрической энергии, а стала она таковым в 2009, если я правильно помню, году, когда начали выводить из эксплуатации Игналинскую атомную электростанцию, вопрос об импорте электрической энергии стал, в общем-то, ну, крайне-крайне серьезным. Этот вопрос пытались закрыть за счет планов именно за счет планов по развитию своей генерации газовой, в первую очередь. Ну и, понятное дело, в рамках общеевропейского контекста создавали ветропарки, создавали солнечные электростанции, ну, то есть развивали возобновляемые источники энергии. Зачем они вышли из кольца Брел? То есть, да, вот в рамках этой церемонии хватание, вот эта труба символизировала кабель. То есть, все эти люди хватались за кабель. Голыми руками не делайте так. Вот посмотрите на лидеров Европейского Союза и так не делайте. Вообще за кабель хвататься не надо, тем более голыми руками, тем более вот такой вот толпой. Это какое-то безобразие, но в принципе, возможно, они нам на что-то намекали, возможно, они просили помощи этим вот странным перформансом, а мы этого не поняли. Знаете, вот из серии «Господи, мы совершаем, в общем, что-то нехорошее, о чем, говорят, Роскомнадзор запрещает в публичных выступлениях говорить». В общем, так. Какое-то безобразие они изобразили вот в рамках этой церемонии из кольца Брел Республики Прибалтики вышли. Это означало, по сути, что они переходят на стопроцентную зависимость от своей генерации и от генерации соседних стран. Надо заметить, что еще в 2021 году наблюдалась проблема с поставками электрической энергии в Прибалтику из, скажем, Швеции. В Прибалтику шла электрическая энергия Швеции, периодически идет и сейчас. В 2021 году, в феврале, возник дефицит электрической энергии, ну, точнее, там скакнуло потребление, увеличился спрос и стало не хватать самим шведам. Они там у себя стали рассказывать, что, дорогие друзья, надо пореже пользоваться пылесосами, пылесосы требуют очень много электрической энергии, обратите внимание, пожалуйста, а вы хотите электрическую энергию у нас купить? Нет, нам самим не хватает. В принципе, да, это было правда, им самим не хватало. И, по сути, если бы на тот момент у Прибалтики не было возможности импортировать электрическую энергию из России, ну, было бы очень сложно. То есть, если бы были ветряки, солнечные панели, все возможные кабели проброшены в Польшу, в Швецию, ну так, в скандинавские страны, но не было возможности импортировать из России, ну, было бы ай-яй-яй. К счастью, тогда для них такая возможность была, поэтому до полноценного ай-яй-яй не дошло.
Однако, эта ситуация показывала общую уязвимость такой схемы работы, когда вам не хватает своей генерации, им не хватает своей генерации, и существует такая высокая зависимость от поставок только с западного направления. Ну, как бы северо-западного, юго-западного, если мы Польшу посчитаем юго-западным направлением относительно Прибалтики. Ну, позвольте мне так посчитать. Вот. То есть только с той стороны сейчас есть возможность импортировать электричество. И вот мы тут приходим ко всем этим зеленым инициативам. Без зеленых инициатив никуда на самом деле, потому что в Европейском Союзе действует ряд законодательных актов, которые по сути являются краеугольным таким камнем стратегии развития европейской энергетики. И один из центральных документов — это зеленая сделка, ну, так называемая, в рамках которой, в принципе, предполагается полностью отказаться от ископаемого топлива к 2050 году в области энергетики. То есть понятно, что если у вас ископаемое топливо идет как сырье, ну, вы его, наверное, ничем не замените. Хотя там тоже надо постараться. Но в области энергетики все, баста. Сначала надо отказаться от угля, угольные электростанции закрываются по всему Европейскому Союзу, потом отказаться от газа, и в области транспорта надо отказаться от нефтепродуктов, ну, соответственно, от нефти. Для того, чтобы это произошло, строятся ветряки, строятся солнечные электростанции. Есть чуть более экзотические направления, такие как зеленый водород, очень-очень-очень-очень-очень скромно представлены к настоящему моменту и не находящий спроса на территории Европейского Союза и не использующийся, насколько мне известно, в области энергетики, по крайней мере, за исключением каких-то следовых вот моментов, которые там мы в порядке эксперимента вот тут вот что-то устроили. То есть тот же самый зеленый водород используется в основном как вообще вот те крохи, которые используются в Евросоюзе, используются скорее как сырье для производства разной высокомаржинальной продукции. Да, и этот зеленый водород, тем не менее, должен по планам, все еще актуальным, замещать газ в области электроэнергетики. Это вот одно экзотическое направление. Есть в этой же логике другое экзотическое направление, а именно биогаз. Биогаза производится в Евросоюзе что-то порядка 17-18 миллиардов кубических метров. Тут за точность вот прям до запятой не ручаюсь, но порядок величин примерно такой. Понятно, что биогаз, ну, надеюсь, понятно, что биогаз до биометана нужно еще там доводить. Биогаз содержит массу других примесей, кроме метана. Там есть и СО2, там есть разное. До момента, когда он станет биометаном, там надо его еще обогатить этим самым метаном. Но это ладно, это мы отвлекаемся. В общем, есть некое зеленое направление, в рамках которого, самое главное, отказываются от ископаемого топлива и начинают все больше, больше, больше использовать возобновляемые источники энергии. В этом плане Прибалтика все делает правильно. Она же должна быть святее Папы Римского в этой дружной семье европейских народов. Должна, просто обязана. На правах неофита она должна прийти и начать, знаете, быть самыми европейскими европейцами. Сказали отказываться — отказываемся. Сказали строить — строим. Но кроме пряников, которые, ну, относительно пряников, то есть различного рода мер поддержки развития возобновляемых источников энергии, которые до сих пор существуют. Да, я знаю, что и у нас периодически некоторые люди рассказывают, что ну все, ВИА вышли на самоокупаемость, они полностью могут конкурировать с угольной генерацией, с газовой генерацией. Все замечательно, дорогие друзья. Нет, то есть могут ли они конкурировать? Ну, в каких-то областях, безусловно, могут, но по какой-то причине все еще действует система различного рода мер поддержки, и не только, которая помогает развитию ВИА. Если они такие высококонкурентные, зачем же эта система существует? Зачем существует система, по сути, платы за выбросы углерода, точнее, за выбросы СО2, там платы за углеродные единицы, она же, то есть мы можем по-разному это назвать, но суть в том, что если вы производите углерод, точнее выбрасываете углерод в атмосферу в ваших производственных циклах, будь то электроэнергетика, будь то там, не знаю, металлургия, керамика, ну, в общем, что-то производит и там чадит СО2, то вы должны за вот это вот СО2 заплатить. Это я сейчас немножечко утрирую, но
Чтобы объяснить саму систему, этого будет достаточно. Вы должны за СО2 заплатить. Заплатить, ну, существенную сумму. Опять же, сама сумма может плавать, потому что и сами эти углеродные единицы, там, котировки их скачут. В ряде ситуаций они могут раза в 3 подорожать, могут раза в 2 подешеветь после этого и потом опять подорожать. Ну, в общем, вот такая мера поддержки существует. Но почему я называю это мерой поддержки, если тут кто-то платит за выбросы вот, СО2? Явно, что ветряки и солнечные панели не платят. Что это за меры поддержки? Ну так одно дело прямая поддержка, то есть когда вам денежку дают, например, вшивают в тариф какую-то зеленую инвестиционную составляющую. А другое дело, когда снижают конкурентоспособность того, кого вы должны заместить. То есть не повышают вашу конкурентоспособность, а снижают конкурентоспособность, простите за тавтологию, вашего конкурента. Вот есть меры, которые направлены на второе. И тут промышленность стран Прибалтики не единственная. Ну, промышленность, там, электроэнергетика, в общем, кто возмущается, это не единственные представители промышленности, генерации, кто, ну, как бы высказывает некоторые сомнения и просят, ну, немножечко отложить, потому что, ай-яй-яй, у нас все не очень хорошо. Проблемы испытывают с различного рода экологическими, в кавычках, инициативами и другие страны, и другие сектора производства, которых, насколько я понимаю, сейчас в Прибалтике нет, например, автопромышленность. Автопромышленность волком воет очень дипломатично, очень дипломатично. Если почитать их открытые письма к Еврокомиссии, там есть профильная ассоциация, АСИА такая, Ассоциация европейских автопроизводителей, она очень дипломатично воет волком в адрес Брюсселя. Что ж вы делаете? Вы останетесь без автопромышленности. Тут, правда, надо сделать оговорку. Это все не надо понимать буквально, что вот если кто-то жалуется, то он точно завтра вот помрет, если ему не окажут ту помощь или не отсрочат вот некие действия, которые ухудшают вот его функционирование. Любая компания, любое промышленное предприятие будет максимизировать, если так угодно, вот масштаб того ущерба, по крайней мере в информационном пространстве, которое компания или отрасль понесет из-за какой-то инициативы. Ну просто чтобы было проще добиться того, чего они хотят. То есть не надо понимать, что если они жалуются, что завтра вот они помрут, то они реально завтра помрут. Нет. Надо понимать, что они, ну, действительно не хотят платить какие-то штрафы, не хотят инвестиции какие-то осуществлять сейчас конкретно. Потому как кроме штрафов, важно, что вас системы штрафов подталкивают к тому, чтобы вы финансовый поток направили в нужную Брюсселю, в нужное Брюсселю направление. Давайте так сформулируем. То есть, если от вас, допустим, извините, про автопромышленность сейчас зацепился, вот пример оттуда. Если от вас требуют к 1935 году полностью отказаться от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, потому что будет запрещено продавать такие двигатели на территории Европейского Союза, а вы, с одной стороны, понимаете, что вы не вывозите конкуренцию с китайцами, а китайцы увеличивают поставки автомобилей на рынок Европейского Союза, вот, и уже занимают 5-е место из стран производителей автомобилей на рынке Европейского Союза. То есть на первом там Германия, потом Чехия, там где-то Франция. Ну вот Францию они скоро подвинут, если теми же темпами будут развиваться. На это смотрят французские, немецкие автопроизводители. Вот, где бы, в какой бы стране Евросоюза они не располагали свои там итальянские автопроизводители, насколько они сейчас итальянские, это другой вопрос. И говорят, ай-яй-яй, если мы будем сейчас вкладывать деньги вот в то направление, в которое вы требуете от нас вкладывать деньги, то, ну, наверное, мы не выдержим. А вот в том сегменте, который вы просите от нас развивать и вот все яйца в эту корзину сложить, то в этом сегменте мы китайцам проигрываем. И если вы не хотите, чтобы закончилась автопромышленность или чтобы ее всю китайцы купили, ну давайте мы как-то подвинемся. Разумно ли это? Ну, в общем, да, разумно. Но это говорит нам о том, что вот того движения в том направлении зеленом, в котором Европейский Союз всех толкает, вот того движения с той динамикой не наблюдается. И в этом плане, опять же, усилия компаний, располагающихся на территории Прибалтики, там
поплакать, рассказать о своей горестной судьбе, сказать, ой-ой-ой, мы тут штрафы платим, а мы не хотим платить, а давайте отложим все эти ваши инициативы, давайте, может быть, ну вот сейчас мораторий какой-то на штрафы введем. Это все можно понять, потому что, ну, не вывозят до тот уровень инвестиций, который требуется. Промышленные предприятия не вывозят все участники экономической деятельности на территории Европейского Союза. Тут дело не в том, у нас, опять же, вопрос этот, к сожалению, безумно политизирован, как с одной, так и с другой стороны. А тут еще подключается вопрос климата, одни кричат, вы убиваете планету, другие кричат, а вообще планете, давайте мягко скажем, все равно, убивают ее или нет. И все это на самом деле не разговор о сути, по сути, тех вопросов, которые вроде как подвергаются бурному обсуждению. Это вопрос о неких политических предпочтениях. И любые выкрики такого рода, вот если мы говорим про зеленую энергетику, это выкрики больше не в экономическом плане, а в плане, знаете, как вот мы болеем за такую футбольную команду, мы болеем за такую футбольную команду, мы надеемся, что наши победят. А вот 11 миллионеров бегают за мячиком по полю, или там 10, сколько их бегают, можете в комментариях написать, сколько миллионеров бегает за мячиком по полю. Вот, я очень плохо разбираюсь в футболе. Вот, и их поведение, в общем, мало зависит от вот этих вот бурных выкриков с одной и с другой стороны. Но это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса заключается в том, что есть ли плюсы у той же самой зеленой энергетики для Европейского Союза? Ну, очевидно, в условиях дефицита энергоресурсов плюс есть, безусловный. То есть, если вам не хватает поставок, допустим, газа или нефти, то наличие своего электричества, которое вы получаете из своих ветряков и своих солнечных панелей, которые к вам Китай привез, китайские компании привезли, то вот это электричество, это восхитительно. Вам не надо платить за топливо, которое тем более еще и невозможно сейчас привезти. В этом плане сторонники вот этой магистральной линии абсолютно правы, когда говорят, мы сэкономили и называют сумму в несколько миллиардов долларов. Тут, правда, другой вопрос. А вот если бы северные потоки работали? А если бы Ямал-Европа прокачивал газ, газопровод Ямал-Европа? А если бы украинский коридор поставок работал? Ваши проблемы с энергоносителями были бы такими же, какие они вот сейчас? Или их было бы меньше? И кроме того, возникает еще один вопрос, который как раз-таки касается масштабов инвестиций. Вопрос следующий. А как быть с сетями? Вот я сейчас вбросил и поясню. Обычно вы можете услышать утверждения, которые выглядят, ну, примерно так. Утверждения не беспочвенные, что если вы ставите, допустим, солнечную электростанцию, то вы сэкономите, там, и называется некая сумма, которую вы бы потратили, если бы поставили газовую электростанцию такой же мощности, но были бы вынуждены еще и платить за газ. И получается, вы один раз инвестировали сумму, которая сопоставима с теми затратами, которые надо было бы понести для строительства газовой электростанции такой же мощности, но потом вы не платите за энергоресурс, который нужно сжечь на этой самой газовой электростанции. Ну, логично это? Безусловно, логично. Можно ли это как-то опровергнуть, что нет, вы все неправильно посчитали? Можно. Можно опровергнуть довольно простым методом. При развитии энергосистемы с высокой долей возобновляемых источников энергии повышаются требования к сетям и к системам накопления электрической энергии. Это, опять же, к вопросу о Прибалтике. То есть, к чему их толкают, по сути, сейчас? Толкают их к тому, что нужно вложиться в сети, нужно ставить крупные аккумуляторы. Крупные аккумуляторы, насколько крупные? Ну, тонн 10, 12 такой аккумулятор ставится. И он ставится не один, а ставится несколько десятков, а то и, ну, пара сотен, так, чтобы вот прям надежно все работало. Вот. Бесплатны ли эти аккумуляторы? Нет, они не бесплатны. Они стоят дорого. Прогнозы говорят о том, что они будут стоить дешевле, но дешевле это все равно очень дорого. И по сути это плата, которую вы должны понести в условиях, когда есть альтернатива. То есть альтернатива это поставить газ. Не призываю, но можно поставить газовую электростанцию, которой не нужен, которая может функционировать в условиях, когда вот таких аккумуляторных парков не существует.
То есть можно ли их поставить? Ну, можно поставить, а можно не ставить. Надежность энергоснабжения от этого, если и снизится, то на доли процентов. А вот с точки зрения поставок электрической энергии, вырабатываемой на из возобновляемых источников, вот такие аккумуляторные парки становятся необходимой составной частью энергосистемы. Плотность сетей надо еще повышать, при том, что в Европе она высокая, она очень высокая, она кратно выше, чем в России. И так далее. То есть нужно вкладываться. Внимание, вопрос. А кто за это заплатит? А заплатит за это потребитель. И вот потребителю фактически, знаете, берут вот платежку, вот так пополам ее складывают и показывают верхнюю часть платежки. Говорят, смотри, видишь, вот это генерация, ты оплачиваешь генерацию. Видишь, как она подешевела после того, как мы поставили ветряки и солнечные панели. Смотри, мы газ больше не покупаем, а это значит, мы независимы от поставок газа. А потом, если вот так вот эту платежку открыть, я условно говорю, потому что ну, оно не совсем так выглядит, но... А там сетевая составляющая. То есть вы платите ведь не только за произведенное электричество, но и за то, чтобы это электричество вам доставили. Там еще распределили, ну ладно, вот доставили в сумме. Туда еще добавится хранение электричества, там, затраты на сети, на обновление сетей. Туда еще пойдут некоторые, возможно, затраты на утилизацию лопастей ветряков. Это вообще отдельная большая тема. И проблема, ну, как бы от нее отмахиваются люди, которые говорят, закопаем, если что. Ну, хорошо, закопайте. Ну, там речь просто уже про десятки тысяч тонн в Европейском Союзе, не в Прибалтике вообще, а в Европейском Союзе вообще, про десятки тысяч тонн, которые надо утилизировать. Вот. А учитывая, что утилизируют лопасти, которые прослужили там 15-20 лет, это к вопросу о вашем примере, что там распилили, отнесли, хотел сказать, во вторчермет, там, скорее всего, там алюминий какой-нибудь, там еще что-нибудь такое вот взяли, отнесли. Но лопасти это композитный материал. Его никуда отнести нельзя. Более того, переработать эффективно композитный материал, ну, как бы нельзя. Можно, конечно, там повырезать из него чего-нибудь, измельчить, использовать в строительстве, но не такие объемы. То есть в таких объемах лопасти сейчас остается только закапывать.